Онлайн-гадание на любовь и отношения, на мысли, чувства, планы и действия загаданного мужчины. Расклад Таро для женщин, где мы посмотрим, что думает, что чувствует, что планирует действовать, как будет проявляться. Расклад Таро на ситуацию, где вы сможете получить советы, подсказки, инсайты, ну и, возможно, получить какую-то, может быть, перманентную психологическую поддержку, если у вас в отношениях сейчас происходит какой-то кризис, например, да, ну, мы будем смотреть, что у вас происходит, да. Начнем с того, чтобы вы понимали, кто пришел на расклад, с какой ситуацией, смотрим ситуацию. Тройка пентаклей. Смотрите, мужчина здесь посвятил себя какой-то цели. Вот он работает над чем-то с утра до вечера. Но по сути, по идее, этот человек должен был бы быть посвящен какой-то работе или какому-то саморазвитию. То есть в ваших отношениях мужчина, скорее всего, уперся в работу. Но мы знаем, что карты часто говорят об обратном, да, и бывает такое, что либо ваш мужчина прямо такой трудяга, или уж прямо вот ледарь, да, или бездельник, да, то есть вот тут уже смотрите, или он бездельник абсолютно, и лежит там, лежебока, да, или где-то не может никак на работу устроиться, или вы ему постоянно помогаете, либо он вот с утра до вечера работает, ну, как с утра до вечера? Ну, не прям с утра до вечера. Ну, кроме работы, скорее всего, ничего не видит. Или у него тренинги какие-то, или у него постоянно какие-то, ну, такие, знаете, мастер-классы какие-то, да, вот такое вот. То есть он все время в обучении. Но, и опять-таки, это ситуация, которая у вас сейчас, в которой вы оказались в отношениях, она вас чему-то учит. Здесь есть жрица. То есть, смотрите, у мужчины могут быть трудности в самореализации. То есть, мужчина старается что-то делать, а у него как будто бы закрытая дорога, что он бьется головой об закрытую дверь, да, или об стеночку, да, то есть упирается и не может преодолеть какую-то трудность. Ситуация такая, что вы чувствуете, что что-то происходит, что вы вроде бы как стараетесь по тройке пентаклей в этих отношениях, а у вас чем больше вы стараетесь, тем больше не получается. Как будто бы идет обратный ход колеса. Как будто бы вы чем больше вы стараетесь, тем хуже происходит. Да, вот такое вот идет. Может, есть предчувствие, что кто-то есть третий, потому что все-таки тройка пентаклей. Оно уже намекает на треугольник, но я сразу, видите, даже думаю, подожду. А здесь есть жрица, вы сомневаетесь, а если там женщина? Где-то тайна, да, вроде бы, а не посещает ли он тайно кого-то, а не скрывает ли он кого-то тайно. Ну и такая еще ситуация здесь может быть, что вы находитесь в стадии, где у вас только-только все началось. Ну, только начинается в стадии зарождения. Но тогда у вас нет никаких подозрений. А действительно, мужчина может работать, и ситуация может развиваться на работе. И мужчина может даже к вам так вот присматриваться, тайно присматриваться к вам. И делать вид, что он вас не замечает. Вот услышите пока вот эти вот такие вот моменты у вас могут быть в отношениях. Естественно, это общий расклад. Смотрите, я описал вот по этим картам максимально ситуации частые, да. Так, двойка жезлов. А смотрите, а вы-то этого мужчину не можете отпустить, но и не знаете, что теперь с этим делать. А вот женщина здесь как будто бы мужчину не отпускает. Но и мужчина, я вам так скажу, что с женщины тайно глаз не сводит. То есть он за вами все время так вот следит, наблюдает, да, в процессе работы, в процессе какого-то своего дела. И вы его как бы так вот, он вам, ну как бы по душе, по сердцу, да, вот вы как будто бы есть какая-то влюбленность, да, в него. Но это как бы еще не сказать, что любовь, а какие-то чувства зародились.
А вот что с ними делать и как ему это донести, вы не знаете. Так, здесь умеренность есть. Знаете, у меня такое ощущение, что вы друг вокруг друга ходите кругами, ходите. И мало того, в вашем окружении, скорее всего, есть еще какие-то мужчины, которые, в принципе, тоже могут на вас обращать внимание. Но вы и на тех мужчин не замечаете, да? А этот не замечает вас, как будто бы, да? А вы как будто бы не понимаете, вы испытываете к нему чувства или нет, понимаете? 14, умеренность, это как будто бы, знаете, идет переливание из пустого в порожнее. Вы как будто бы кругами накручиваете ситуацию, да? И, знаете, я так и скажу еще, что ни один мужчина за вами наблюдает. Ни один. Смотрите. Но душа, сердце ваше, оно как бы возле сердца другого мужчины, а в ваших руках сердце только одного мужчины тоже, да, то есть как будто бы зародилась какая-то или зарождается какая-то связь. И тут еще может быть такая ситуация, где у вас есть все-таки два варианта мужчин, и вы смотрите, да, что к одному лежит душа, но он не обращает на вас внимания, как будто бы, да. А второй делает вам знаки, обращает внимание, но у вас к нему душа не лежит. Вот так. Так, звезда. Женщина здесь красивая, умная. Может быть, уже чистки какие-то делала, очищалась, обряды, ритуалы. Может быть, еще впереди, это больше будущее ближайшее. Может, делаете, может, делали, может, будете делать, да. Звезда – это об очищении. Но здесь женщина, отношения могут быть вот такие вот: сблизитесь, отдалитесь, или на дистанции отношения, вот такое тоже тут может быть на дистанции. И женщина не до конца еще поняла, где-то середина у нас происходит, она не понимает, как дальше быть. Женщина здесь не понимает, как оно будет дальше развиваться. Пока так, не понимает пока. Здесь жрица это закрытое понимание, закрытая звезда, то есть перспектива не ясна еще. И рыцарь жезлов, да, тут непонятно, то ли вы можете быть любовниками, то ли быть вам любовниками, да, чтобы сблизиться, то ли держать эту дистанцию. Вы не знаете, как проявляться друг другу. У вас есть какие-то такие мечты, вас тянет к этому мужчине, здесь. И смотрите, жрица, умеренность и звезда. Здесь есть и магия, здесь есть родственные души, алхимия, опять-таки магия. И здесь есть звезда, здесь есть что-то чистое, здесь есть что-то темное по жрице и этой карте, и чистое по звезде и этой карте. То есть эта карта, она совмещает в себе и темное, и светлое одновременно, да, это как бы перемешивание идет. Рыцарь жезлов еще раз говорит о дистанции и говорит о том, что отношения могут быть дистанционные, и вы как бы на дистанции это все и прокручиваете. Неважно, вы в одном городе или в разных странах, да. То есть, по сути, я скажу так, что происходит. У вас как будто бы есть двери в отношения, как будто есть двери. Они закрытые, но за этими закрытыми дверями вы чувствуете родственную душу. Вы чувствуете любовника. Вы чувствуете страсть, да, желание близости. Вы чувствуете, может быть, даже идею какую-то или цель. Но сблизиться не можете, потому что какие обстоятельства здесь могут мешать? Работа.
Может быть соперница. Соперник, соперница. То есть у женщины может быть два варианта мужчины, она не может определиться, такое часто очень случается. Или соперница, то есть от которой вы не знаете, да, и вы не знаете тогда, что делать с этим мужчиной. Но и сама модель поведения с этим человеком у вас, она не определена еще. Вы не понимаете, в ближайшем будущем, может, начнете только понимать, как налаживать связь и отношения с этим человеком, нужно ли это делать, пойдет ли он на это, и как он будет отвечать вам взаимностью. Да, вот так. Хорошо. Ситуация ясна. Давайте по тройке пентаклей. Все-таки мы хотели посмотреть мысли, чувства, действия и планы. Вот давайте, что он планировал изначально по отношению к вам? Особо ничего не планировал. Он не планировал с вами сближаться, и давайте так, во всяком случае, он не планировал вам открывать свою душу, свое сердце и свои чувства. Пока так. Ну, 4 кубков. Что ему мешает сейчас сближаться с вами? Жрицу проверяем. Какие тайные моменты ему закрывают двери в ваши отношения? Работа. Прежде всего работа, служба. Ну, это может быть государственная служба, может быть своя работа. Ну, это может быть и бизнес, в принципе, но рыцарь Пентаклей — это больше служба. Тем не менее, ну давайте работа. Давайте назовем это дела, работа, неважно. Хорошо. Давайте так. Это он планировал, а это работа. А что сейчас планирует? Вот все-таки 2 жезлов, это он не может определиться, да, вы его не можете отпустить. Что сейчас по отношению к вам планирует? Ну, во-первых, он планирует взять ситуацию в свои руки, и я не исключу, что вокруг этого мужчины могут быть еще другие женщины, но он планирует определиться, он с вами или он не с вами. Вот так. Он планирует определиться, какая женщина ему больше подходит. Поэтому, скорее всего, у вас есть соперница. Но это даже не соперница, а соперницы, где он, сам он не понимает еще, какой тип женщины ему нужен, да, то есть он за вами наблюдает и анализирует, да, подходит, не подходит, так это. Тем не менее, что он планирует по отношению к вам? Он вам планирует что-то представить, показать вам что-то хочет. Хорошо, умеренность. По умеренности это все равно объединение. И вот мы сейчас просто идем, как бы с духом связываемся, да, и спросим, вы родственные души или нет? Паш мечей ни да, ни нет, то есть время покажет. И смотрите, опять он за вами наблюдает. Давайте я так скажу, ни да, ни нет, но возможно. Скорее всего, да. И я подозреваю, что вы родственные души. И вы, если вот напишите в комментарии, поставьте на паузу и напишите в комментарии. Да, я подозреваю, что мы родственные души. Или нет, мы не родственные души, у нас что-то другое. Там, например, близнецовые пламена, да, или там у нас кармическая связь. Я здесь могу допустить все-таки больше родственные души, чем близнецовые пламена и кармическую связь. Хорошо. Что в вас больше всего ему нравится? Вот именно внешность, да? Чем вы его взяли внешностью? Раз уж он от вас так глаз не отведет, да? Не знаю, может быть, цвет волос тут идет, это красный цвет, король жезлов. Но какая бы внешность у вас ни была, вы его возбуждаете. Вы будете в нем зверя, льва. Тут понимаете как, тут больше волосы все-таки, или цвет волос, или цвет кожи, да, вот это огненное что-то.
Может быть, вы там рыжая, да, допустим, или там веснушки, или еще что-то такое, да, то есть с огнем что-то связано. Но опять-таки, внешность, она, скорее всего, здесь это карта характера, понимаете? То есть это, скорее всего, ваша внешность, она харизматична, и за счет этого ваша внешность, она энергетика, да, сформирует внешность. То есть ваша внешность такова, то есть нельзя сказать, что это глаза, там, лицо, там, бедра или еще что-то, да, то есть все в комплексе в вас возбуждает в нем желание близости, да, вот эту сексуальную энергию пробуждает и притягивает его к вам, вот. То есть, по сути, самой собой, да. Возможно, чистотой. Может быть, действительно, вы делали какие-то обряды, ритуалы. Здесь чистая карта, то, что я и говорил, видите. Но здесь вот настоящая где-то, да. То есть, вы до этого где-то не дошли. 2, да. Настоящее, прошлое, будущее. Может быть, следующим шагом у вас эта энергетика будет как-то развиваться, да. Хорошо. То есть своей внешностью вы возбуждаете его, и он не сводит с вас глаз. Хорошо. А планирует ли он именно сближение вот этим действием? Потому что это карта отдаления. Планирует ли он сближение? Возможно, не исключаю. И такое может быть, что он появляется у вас на пороге и говорит: поехали со мной. А вы такие: была не была. И он на своей повозке, да, там черной, белой или какая она тут она какая-то такая, да, кирпичного цвета. Да, то есть он может к вам приехать, может удивить вас какой-то поездкой, может быть путешествием, может быть даже переездом. Может быть, это все вполне по этой карте. То есть из отдаления он может резко приблизиться. Хорошо. Если вдруг у вас уже была связь, какая, любая, да, и у вас произошел какой-то, конфликт. Возможно, здесь четверка и тройка, семерка, по семерке может быть какое-то эго взыграло, да, вот она. Давайте спросим, держит ли он на вас обиду или винит ли он вас или себя? Здесь 13-й аркан, по 13-му аркану давайте я так скажу. У него есть страсть. То есть он может быть на что-то разозлен. И эта агрессия, если он ее не возьмет под контроль, она может навредить. Поэтому винит ли он вас? Он на вас злится. Давайте спрашивать, готов ли он идти на примирение? Готов. Готов, возможно, не за счет себя только, да, а за счет и вашего какого-то, да, шага, и своего. Но это в случае, если у вас был какой-то конфликт, да, если у вас вдруг возник конфликт. Что он может продемонстрировать вам, да, вот что он вам может представить? Здесь семерка жезлов. Представить он вам может свою настойчивость, свою гибкость. Кстати, свое мастерство преодолевать трудности. То есть этот человек может оказаться намного настойчивее, решительней и непредсказуемее, нежели вы привыкли, или вообще себе представляете, или привыкли думать об этом. В чем он вас подозревает? И подозревает ли? А здесь Луна. Может быть, он еще и присматривается, что такая энергетика очень сильная, да, и он, знаете, как бы, он вас подозревает в чем? По Луне это в чем-то нечистом.
в ведьмовстве и колдовстве. А учитывая то, что здесь рядом жрица, он на вас очень сильно внимательно смотрит. Я сюда еще хочу добавить, что это закрытая дверь, это может быть его подозрение по поводу, а не ведьма ли вы. И если вы вот обладаете своими какими-то ведьмаческими качествами, да, то напишите. Да, возможно, он чувствует во мне ведьму. А если нет, напишите, не, я никакая не ведьма, я не такая. Ну, конечно же, большинство так напишут, да. Но, тем не менее, в каждом человеке есть маг и есть ведьма. Вопрос только в том, как ты пользуешься этим всем знанием, да. Хорошо. Что явно лишнее, по его мнению, в ваших отношениях? Ну, или в вас, да? Лично в вас или в ваших отношениях. Ой, знаете, здесь весы выпадают. По весам бы я сказал, что явно лишнее ваше безразличное отношение к нему по его мнению. То есть он за вами наблюдает, и он как будто бы словил то, что вы видите это, и никак на это не отвечаете. То есть, ну, упростив, явно лишнее то, что вы морозитесь и никак не реагируете на его наблюдение за вами, да, вот так. Ну, если у вас более уже близкие отношения, да, как я говорил, там где-то обиды какие-то были, конфликты первые, да, или уже не первые, то его задевает за то, что вы, ну, явно лишнее, это честность, справедливость, чересчур справедливость, ну и, возможно, действительно такое спокойствие, что вы действительно так мастерски держите интригу своего спокойствия, что он там тоже так переживает и не показывает, и вы переживаете и не показываете. Вот как раз это 14-й аркан, да, переживаю и не показываю. Хорошо, состоится ли поездка, встреча в ближайшее время? Вполне возможно, 9 жезлов. Скорее да, чем нет. Да, и инициатива, скорее всего, будет мужская. Хорошо. Чего он вам не может простить? Чего не может простить? Ну, вот как раз проверим 3, 4 и 13 аркан. Но здесь 3 жезлов. Ну, я бы сказал так. Он не может вам простить того, что вы отворачиваетесь от него и не хотите повернуться к нему лицом. Вот этого вот вряд ли он вам простит. То есть, повернувшись к нему спиной, да, вот так, повернувшись к нему спиной, на прощение не рассчитываете, да, вот так вот. Но и он может вам не простить, если вы встанете у него на дороге, закрыв ему какую-то перспективу движения вперед и будете мешать его планам. Какие у него планы не на вас? Не на вас, а вообще какие планы абстрактно? Абстрактные планы. 10 пентаклей. Ну, это прежде всего работа, деньги. Здесь служба, работа, деньги, да, вот бизнес, деньги, вот это все. Но можете ли вы быть в его планах? Да, можете. И 10 пентаклей здесь о том, что, ну, скажу так, в его планах есть материальный рост, есть перспектива, есть деньги, дом, бизнес, это недвижимость, карта 10 пентаклей. Но есть и женщина, есть семья. И вы где-то здесь. Чего он явно не хочет? Чего он не хочет? Королева жезлов. Он явно не хочет, чтобы вы управляли его планами, возможно, его финансами и его будущим. То есть он хочет быть автором своего будущего, да, то есть он хочет быть свободным человеком, где на него влиять, ну, вряд ли кто-то сможет. Но здесь маг, а здесь королева жезлов. Смотрите, у вас, а если вы вдруг будете идти по сценарию,
пламенных близнецов, то для пламенных близнецов эти отношения не подходят. Вот такие отношения не подходят. Что чувствует к вам сегодня загаданный человек? Его чувства. Но смотрите, отпускать он вас не хочет, не готов, да? Потерять он вас боится. Ну и, возможно, догадывается, что или хочет надеяться даже вот так. Но он хочет надеяться, что это взаимно. Вот так. Хорошо. Возможен ли брак с этим человеком в перспективе? Король жезлов, звезда и справедливость. Ответ – да, королева кубков. Что может поспособствовать этому? Или что может помочь вам? Ну, здесь десятка жезлов. Во-первых, вы можете помогать человеку, вашему партнеру, да, мужчине, в этом. То есть ваша помощь. Но опять-таки, если он просит, потому что здесь вот тогда, если вы будете там у него на пороге встанете, то есть вы можете ему помочь, если у него в этом будет потребность. Но опять-таки, что вы со своей стороны можете делать, это преодолевать кармические испытания с этим человеком, с этим партнером. Это прохождение кармических испытаний. Какие перспективы у ваших отношений в ближайшем будущем? Перспективы ваших отношений в ближайшем будущем. Здесь выпадает у нас Диабло. Немножко прикрою. Вот так. То есть по дьяволу у нас всегда усиление созависимости, укрепление отношений, появление в ваших отношениях долговых обязательств, внезапно вспыхнущая страсть, близость, интим и много интима. Смотрите, какая диагональ, идущая от дьявола, к младшему аспекту дьявола. То есть вы будете гораздо более ближе и гораздо более глубже, как говорится. Да? Хорошо, десятка пентаклей. Надолго ли это все? Да, давайте так. Надолго ли это все? Но это внезапно вспыхнет и внезапно может резко закончиться. То есть это может быть как роман, страсть какая-то, да, вот, или как же это можно назвать? Буря в стакане, да, вот так. Вот такое что-то, да. То есть это может резко закончиться. Но чтобы это не закончилось, вам надо испытания проходить какие-то. Хорошо, давайте. А какие испытания несут вам эти отношения? Или чему вас учат эти отношения, да, еще? Вы же помните, я говорил, вы будете учиться еще чему-то. Или учитесь. А здесь влюбленные. Вы будете учиться в этих отношениях любви, страсти, свободе. Это свободная карта всегда. Свободному выбору. И видите, он же ее укусил, как говорится, да. А раз он ее укусил, то возникает созависимость, болезнь один другому. Вы как бы будете учиться свободной любви, свободным чувствам, без болезни любить и не претендовать на то, чтобы кто-то или что-то вам принадлежало, потому что, как есть такая мудрость, что нам в этом мире ничего не принадлежит, мы просто гости и пришли сюда получить опыт, да, вот так. Хорошо, если вдруг, допустим, вы поссорились, будет ли он вас, и вы захотите уйти, будет ли он вас удерживать? Потому что он сейчас не хочет, чтобы вы потерялись. Равновесие. Ни да, ни нет. Это будет зависеть от обстоятельств и от его мыслей на момент. Если вы вдруг захотите, 50/50, королева мечей. Я скажу так, скорее всего, да, он вас не будет удерживать. То есть он вас как бы будет подталкивать к тому, что вы ушли.
Скорее, то есть он вас не будет держать на месте. Хорошо. Давайте так. Вот эта королева кубков, я хочу спросить, и влияние на него другой женщины сейчас, это может быть кто угодно, в вашей ситуации, там, его мама, его дочь, его сестра, его бывшая или его любовница. Давайте посмотрим, как влияет. Это не диагностика, это просто вот какие влияния. Ой, а здесь 9 мечей. Смотрите, вот эта женщина, она может ставить, как говорится, палки в колеса и крутить обратный ход колеса и осложнять карму ваших отношений, да, вот осложнять эти испытания. Хорошо, преодолеете ли вы трудности, которые перед вами выпадают, да, или насколько они будут трудны, потому что тут и башня есть, все-таки и 9 мечей, жрица закрывает дороги. Рыцарь мечей, да, если примете этот вызов, да, ответ да. Если будете активно, как говорится, сопротивляться. Хорошо. Если вдруг в ваших отношениях сейчас такая ситуация, что вы не понимаете, конец это или пауза, давайте смотреть, конец или пауза. Это пауза. Это не конец. Тройка императрицы – это хорошая, во-первых, карта. Во-вторых, она пассивная, медленная. То есть, если вдруг вы не знаете, конец или пауза, это пауза. Хорошо. Давайте так, теперь зададим вопрос. Есть ли счастье в этих отношениях? Паж кубков возможно. И даже если вы планируете ребенка, здесь, в этом раскладе, да. То есть, если он вам актуален, то да. А нужны ли вам дети? Давайте спросим. Здесь, в этой ситуации. Они помогают или отягощают ситуацию? Возможно, и нужны. 8 пентаклей, они дают какой-то рост и, делают мужчину здесь более реальным. Или эти отношения делают более реальными. Что вам категорически нельзя делать в этих отношениях? Возможно, становиться жертвой финансовой зависимости. Вот так. Вам нельзя входить в зависимость от этого мужчины материальную, туз пентаклей. И особо самой быть источником финансирования. То есть давайте так. Здесь нужно разделить ресурсы 50 на 50. Туз пентаклей – это ваш ресурс в конечном итоге. Да? А что очень важно для этих отношений, прямо на первом месте? Здесь 4 жезлов. А 4 жезлов у нас... давайте вот так прикроем. А 4 жезлов у нас уют, комфорт, забота и то, что можно назвать семейный очаг. То есть, если мужчина будет рядом с вами чувствовать тепло, спокойствие и заботу, да, поддержание энергетик, тогда будет и вот это главное, да, оно будет поддерживать эти отношения бесконечно долго. Будете ли вы вместе? 6 пентаклей, шансы такие есть, и все зависит от того, насколько вы готовы брать и давать в этих отношениях, а точнее давать и брать в этих отношениях, и насколько у вас этот аспект отрегулирован. Во всяком случае, шансы у вас 51% да и 49% нет, а все, что больше 50% уже вселяет по весам очень хорошие перспективи. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось, побачимось. Па-па.